Я решила создать цикл видео, посвященных планетам в нашем гороскопе по ведической астрологии Джьотиш. Я очень люблю Веды, они изменили мою жизнь, и думаю, каждый из вас в этом видео найдет что-то для себя. Это закон Вселенной, знания приходят, когда человек готов. Вы на канале Magic Life, меня зовут Ольга Скляр. На канале я делюсь практиками и техниками, которые позволяют значительно улучшить жизнь каждого человека. Поставьте, пожалуйста, лайк авансом и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И, конечно же, присаживайтесь поудобнее, будет очень интересно смотреть видео до конца. Ведическая астрология, также известная как Джьотиш, что в переводе с санскрита означает свет, а в более широком смысле знание о свете или наука о свете, является древней системой астрологии, которая происходит из Индии и тесно связана с ведическими текстами. В Джьотиш очень большое внимание уделяется карме и вопросам предопределения. Она смотрит на гороскоп как на карту кармических тенденций, которые человек принес с собой в эту жизнь. В то же время в Джьотиш также признается важность свободной воли и возможность изменить свою судьбу через какие-то сознательные действия. Основные элементы Джьотиш включают 12 знаков зодиака, 9 планет, включая 2 теневых планеты Раху и Кету, которые представляют северные и южные узлы Луны, 12 домов и 27 лунных мантий или накшатр. Каждый из этих элементов имеет свое значение и влияет на разные аспекты человеческой жизни. Например, Солнце – это Сурья, представляет собой дух, волю к жизни, силу, здоровье и власть. Луна – Чандра, она отражает эмоции, интуицию, материнство и настроение. Марс – это Мангала, он символизирует энергию, агрессию, смелость и военные дела. Что касается Меркурия, это Будха, он связан с интеллектом, общением, торговлей и путешествиями. Юпитер Гуру представляет мудрость, образование, богатство, религию и духовность. Венера Шукра управляет любовью, красотой, искусством, творчеством и комфортом, конечно же, роскошью. Сатурн – это Шани, связан с кармой, старением, трудом, структурой и какими-то ограничениями. Раху, северный удел Луны, отражает материальные желания, необычные неожиданные события и обман. Кету – это южный узел Луны, он представляет собой духовные стремления, освобождение от материального мира, непредсказуемые изменения. Когда астролог анализирует все планеты вместе, можно получить всестороннее представление о человеке и о жизненном пути. Также это позволяет определить, какие кармические уроки и испытания могут встретиться на пути человека и как можно их преодолеть или же использовать для личного развития. Сразу хочу отметить, что Джьотиш – это очень сложная и глубокая система, которая требует глубокого изучения и понимания для точного использования. Например, лично мои астрологи – это в первую очередь потомственные брамины, за которыми приходится гоняться по всему свету. Это те люди, которые выросли в нескольких поколениях астрологов и изучают Джьотиш с рождения. И в этом видео мы с вами будем говорить о Солнце. И прежде чем начнем, я хочу прояснить один очень важный момент. Прорабатывать нужно все планеты в гороскопе. Если вы решите проработать только плохие планеты, а хорошие трогать не будет, то у человека происходит следующее. Он отрабатывает плохую карму, а хорошую не включает, заслуги не включает и прорабатывает он плохое, но особо в жизни ничего не меняется. И человек как жил тяжело и дальше продолжает жить. Поэтому абсолютно точно вам могу сказать, что нельзя останавливаться на слабых планетах и гармонизировать только их. Нельзя опираться только на самые сильные планеты, потому что карма хорошая расходуется быстро. И если вы не работаете со своими сложными моментами, не отрабатываете карму, не держите аскезы, не накапливаете хороший потенциал, то ничего не получится. Это как у спортсменов. Спортсмен расслабился, поленился, не захотел тренироваться, он же и так сильный. Зачем ему тренироваться? Так как вы думаете, он пробежит 100-метровку на Олимпиаде, станет первым? Конечно же нет. Он же не тренировался, у него все показатели упали. И точно так же работает с кармой. Вы получаете карму быстрого исполнения. Это каждый раз карта желаний. Видео есть на канале, ссылку оставлю в первом прикрепленном комментарии. Фэншуй, различные формулы по исполнению желаний. Когда вы включаете какие-то хорошие знания, какую-то хорошую информацию, где-то поучились, что-то применили, включили человеческую удачу, у вас все быстро исполняется. Но есть еще карма, заложенная судьбой на период жизни. Мы собрались здесь для кармической работы. Это очень интересный и увлекательный процесс, но самое главное, он действенный на всю вашу
жизнь, будущую, и также влияние распространяется на ваших детей, внуков, это действие распространяется на 5 поколений. Что такое карма и судьба? Для многих, может быть, эти слова даже будут непривычными. Человек, когда рождается в чреве матери, он попадает в физический мир, который можно потрогать, пощупать, поплакать, посмеяться, любить или ненавидеть, чувствовать. То в духовном мире там только блаженство, там такого ничего нет. Там вы не сможете поплакать, погрустить, там вообще этого нет. Понимаете, поэтому физический мир, и, соответственно, когда душа, выходя из чрева матери, физический мир, она обретает физическое тело, вот этот грудной младенец, маленький человечек, который выходит из чрева матери, рождается, в момент своего рождения он получает энергии, которые стояли вокруг нашей планеты, вокруг нашей Земли. Созвездия Солнечной системы, Большая Медведица, все вот эти энергии как бы спускаются на Землю, и они запечатываются в тело человека. И по этим энергиям уже определяется карма и судьба человека, как хотите, можете называть. И вот то, что запечаталось в тело человека, те энергии, их можно посмотреть, насколько человек талантлив, сколько детей у него будет, все основные моменты, даже банально, стоит ли ему ехать, переезжать в другую страну жить. Все это можно увидеть. Хорошая карма и судьба – это джьотиш, это глубина, которая вообще не знает пределов. Можно изучать себя, изучать родных, вообще понимать весь процесс мироздания. Джьотиш переводится как божественное око, божественный свет. И благодаря этой науке мы многое в жизни можем понять, и многое можем изменить. Важный момент я вам должна также рассказать, когда человек начинает изучать, и сейчас и ранее, когда он хотел изучить астрологию, сначала он должен был познакомиться с 9 планетами, грахами, которыми управляют божества. То есть само Солнце, которое на небе, это планета. Она яркая, она горячая, благодаря ей есть жизнь на Земле, благодаря Солнцу. Но вы понимаете, что Солнце – это просто небесное тело, а управляет Солнцем Сурья. Это божество. Солнце и Луна в карте человека – это 2 царя, 2 бога. Они несут самую важную, самую сильную энергию, все остальное уже прилагается. Солнце – это наше физическое состояние, наша энергия, наш иммунитет – это то, как мы держим янский аспект. Папа, муж, дети, сыновья – это наше эго. Вы должны понимать, что Солнце – это известность, это власть, это высокое положение в обществе. Это естественный показатель нашей души, это атмакарака, естественный показатель души, и от проработки Солнца будет зависеть вообще весь успех, следующий успех всей вашей дальнейшей жизни. И это лично ваша ответственность. Вы сделаете один раз, например, прочитаете мантру один день, или будете делать это каждый день. При проработке всегда очень важны знаки. Обращайте внимание, что происходит с мужчинами в проработке Солнца, да, вокруг вас, как они себя ведут на работе, дома, вообще какие изменения происходят. И что я хочу еще сказать, предупредить, чтобы вы не пугались, когда человек начинает прорабатывать карму. Это уже доказано многими святыми браманами, проверено тысячелетиями, что ваша кармическая работа, она улучшает вашу жизнь. Плохую карму она убирает небольшими неприятностями. Своего рода проверка, не опасными для вашей жизни. Но если с планетой работаете вы, то события будут происходить конкретно с вами. Когда человек в кармической проработке, ему показывают правильный путь. Что-то, что для него благо. И если даже вам сейчас это не нравится, поверьте, вы поймете, что все к лучшему. Если вы, например, потеряли работу, значит, это не ваше место. Вы поймете это чуть попозже, потому что если проследить историю ваших мыслей, даже вы явно не об этом мечтали. У вас это забрали, чтобы дать лучше, чтобы вы могли реализовать свое предназначение и реализовать все свои мечты. Планета будет проработана только когда вы истинно всей своей сущностью, всей своей душой почувствуете эту планету. В принципе, считается, что для новорожденного ребенка есть 2 бога, мама, папа, и это в карме показывает Солнце и Луна. Давайте мы включимся, отработаем с осознанностью, чтобы всегда дети, внуки и будущие потомки встречали только хороших, сильных, здоровых, богатых родителей. Будем наслаждаться мы сами, и будут наслаждаться наши дети. Итак, в западной системе астрологии Солнце рассматривается как главный определяющий фактор гороскопа. В индийской же астрологии приоритет в этом принадлежит Луне. Именно Луна главным образом ответственна за счастье и общее благополучие личности. Тем не менее, и Солнце
очень важно при анализе как показатель, управляющий личной уверенностью, авторитетом, силой и положением. Оно также управляет отцом, делами, связанными с карьерой и земной активностью человека. В ведической астрологии Солнце известно как Сурья и считается одним из наиболее важных небесных тел в гороскопе. Сурья представляет собой сущность жизненной энергии, творческую силу, дух и волю к жизни. Оно символизирует источник света и тепла и играет роль некой такой души гороскопа. Солнце также отвечает за самоощущение, уверенность в себе и идентичность. Это выражение нашего «я», нашего основного самосознания и того, кем мы себя считаем. Солнце также связано с властью, авторитетом. Оно означает высокопоставленных людей, правителей, государственных деятелей. В дополнение к этому Солнце, конечно же, представляет отца или значимого человека, отцовского образа в жизни человека. В плане здоровья Солнце управляет сердцем, глазами, общим уровнем жизненной энергии. Обо всем этом будет сейчас подробнее. А начну я с рождения Сурьи. Еще в давние времена у мудреца Кашьяпы Праджанапати, прародителя человечества и его жены Адити, родилось 12 богов, получивших по имени своей матери общее имя Адити. И одним из них был Сурья, дающий свет мирам. Существует предание, согласно которому во время беременности Адити к ее дому пришел Чандра, бог Луны. И из-за своего положения Адити не смогла быстро встать и поприветствовать гостя. Ее промедление Чандра принял за признак неуважения и в гневе сказал: «Пусть твой ребенок в твоем чреве умрет». Слова Чандры безмерно опечалили Адити, и видя непрерывные слезы своей жены, Кашьяпа спросил о причине ее горя. Адити поведал мужу о проклятии Чандры, но Кашьяпа благословил жену, сказав, что ребенок вернется к жизни. Так сын Адити получил в чреве матери имя Мартанда, рожденный из мертвого яйца, а после рождения он стал известен как Вивасан Лучезарный. Аж мурашки по коже. Солнце мужского рода, горячее, сухое и вредоносное. Другое имя Солнца — Сурья, другие имена — Мартанда, Вивасан. Друзья Солнца, то есть планеты, которые его приветствуют в своих знаках, это Луна, Марс и Юпитер. Венера и Сатурн являются врагами Солнца, а Меркурий, например, крайне нейтрален. Камень, который следует носить для усиления пораженного Солнца, это красный рубин, гранат, шпинель, красный кварц. Очень полезны для ослабленного Солнца металлы, золото и медь. Внешние качества Солнца легко увидеть по осанке и по походке человека. Люди с сильным Солнцем имеют царственную, прямую, расправленную спину и шагают широко, открыто и уверенно. Солнце связано с божественным отцом. В индуизме это Шива Махадева, великий бог. Однако Солнце символизирует и божественность как таковую, а следовательно любую форму бога, которую человек избрал для поклонения. Бога Вишну также чтут как Солнце. Он представляет более постоянные и благотворные свойства Солнечной системы. Кроме того, Солнце — это Божественный Сын. Все великие аватары — сыновья Солнца, и в их ряду Христос, чье Рождество приходится на зимнее солнцестояние, день рождения Солнца, а также Рама, Кришна и Будда. Солнце является царем среди планет, поскольку является показателем эго человека. Благодаря энергии эго возможно отождествлять себя с выбранной жизненной ролью. Есть вообще 5 проявлений Солнца в нашей жизни. Первое — это, конечно, эго, механизм присвоения. Чтобы мы действовали в материальном мире, нужно отождествить себя с телом и окружающими его обстоятельствами. Если человек не отождествляет себя с материей, он называется освобожденным. Освобожденные люди черпают мотивацию к жизни из любви к Богу и окружающим живым существам. Сильное Солнце в гороскопе означает, что человек имеет мощное эго, которое присваивает все, что происходит в окружающем мире. Поэтому люди с сильным Солнцем очень любят лидерские позиции, когда можно почувствовать власть над людьми и над делами. Слабое Солнце, наоборот, дает некую беззащитность, нежелание брать ответственность. Люди со слабым Солнцем предпочитают позицию подчиненных и таких ведомых. А что касается второго свойства Солнца, это тело. Тело отражает внутренний мир человека, поэтому красивое, пропорциональное, сильное тело сразу будет производить впечатление и завоевывать внимание людей. Однако, кроме пропорций, Солнце также отвечает за здоровье и крепость тела, то есть насколько тело выносливое и способно противостоять внешним раздражителям, таким как болезни, жара, холод, усталость, агрессия и так далее.
Солнце дает тепло практически без недостатков, дает тело без недостатков, идеальное. Кроме того, тело не требует много времени или усилий для поддержания. А вот что касается слабого солнца, слабое тело. Нужно постоянно его лечить, тренировать, заботиться о нем, чтобы оно не скрадывало все внимание на себя. Приходится прикладывать очень много усилий, чтобы произвести впечатление на людей. В плане семейных отношений Солнце символизирует отца. И Солнце в гороскопе метафизически отвечает за отца и способность быть отцом самому. Если Солнце хорошо расположено, то человек получит очень много любви и заботы от отца и сможет дать эту любовь своим близким и своим детям. Слабое Солнце говорит о потере отца, отсутствии всякой связи с ним. В жизни такой человек не ощутил ни защиты, ни покровительства, поэтому во взрослой жизни вместо заботы и ответственности такой человек будет искать или требовать от мира любви к себе. Сыну необходим хороший отец, чтобы обрести чувство уверенности в себе, веру в свои силы и способность правильно действовать во внешнем мире. А девочке, дочери, необходим хороший отец для того, чтобы обрести чувство собственного достоинства, цельность личности и способность быть во внешнем мире самой собой. О том, насколько эти способности развиты в человеке, можно судить по положению Солнца в его натальной карте. Что касается роли в обществе, положение Солнца в определенном доме, в определенном знаке говорит о том, какое положение в обществе занимает человек. Эти сведения могут помочь, если вы еще ищете свое место в мире. Сильное Солнце, как вы уже догадались, говорит о высоком статусе. Это могут быть высокопоставленные политики, чиновники, управляющие, директора и так далее. Слабое Солнце указывает на мелкие второстепенные места в социуме. Тут следует указать, что мы говорим только о социальном весе. Речь не идет о доходах, интеллекте или любых других показателях личности. Огромное количество богатых и влиятельных людей вообще предпочитают не занимать никакую социальную нишу. Внутренняя мужская природа Солнце, сюда входят такие качества, как умение брать ответственность, принимать решения, амбиции, гордость, великодушие, щедрость. Все эти качества, которые не видны внешне, но проявляются у мужчин со временем, проявляются у мужчин со временем. Сильное Солнце подразумевает наличие внутреннего стержня, а слабое его отсутствие. Как правило, сильное Солнце является серьезным препятствием на пути счастливой семейной жизни у женщин. Мужчины ждут от женщин слабости и зависимости, хотя бы внешней. Поэтому реакция мужчин на сильных женщин очень часто бывает раздражительной. Но, к счастью, в мире есть много мужчин со слабым Солнцем, которые будут согласны занять ведомую позицию в отношениях. Но это уже в какой-то степени компромиссная позиция, которая далека от гармонии. Но Солнце в любом случае остается мужской энергией. Ни одна женщина не сможет полностью интегрировать энергию Солнца в свою жизнь, поэтому женщинам с сильным Солнцем следует тщательно заниматься самоанализом, следить за своим поведением, работать над собой для того, чтобы достичь гармонии в семейной жизни. Солнце отвечает в нашем теле за верхнюю часть спины и позвоночник весь в целом. Общее состояние здоровья человека, запас сил организма, костная ткань, сердце, сила зрения, метаболизм или обмен веществ, а также правый глаз у мужчин и левый, соответственно, у женщин. А также болезни, за которые отвечает Солнце, это болезни иммунитета, пороки сердца, аритмии, различные искривления позвоночника. Очень часто встречается слабое зрение, лихорадки, анемия, общая слабость, проблемы с ростом волос и некая такая, знаете, бледность кожи. Еще есть такое понятие, как гуны в ведической философии. Это 3 основных качества или 3 природы материального мира, которые влияют на все аспекты бытия. Они известны как саттва, раджас и тамас. Саттва ассоциируется с чистотой, мудростью, духовностью, гармонией и балансом. Раджас же связан с энергией, страстью, движением, изменениями и желаниями. Тамас представляет собой некую инерцию, пассивность, темноту, материальность и невежество. Соответственно, Солнце может проявляться по-разному проявляться через разные гуны в гороскопе. Когда Солнце находится в благоприятном положении, саттва, и поддерживается саттвическими планетами или знаками, это может проявляться как духовное лидерство,
Истинность, вдохновение, самоосознание, мудрость, здоровье и богатство, желание действовать для других, жизнерадостность, оптимизм, сила воли, благородство, самодисциплина, ответственность, честность, харизма, лидерские качества, щедрость и доброта. А если же Солнце находится в раджасической среде, то это может проявляться как амбиции, желание власти, страсть к успеху, энергичность, но также гнев, стресс, конкуренция, гордыня, надменность, высокомерие, желание власти и манипуляции, импульсивность. Привычка принимать желаемое за действительное, зависимость от мнения окружающих, экстравагантность, то есть все именно насильственно. И если Солнце находится в томасическом контексте, это может проявляться как лень, апатия, неясность, самоидентификация, невежество, эгоизм, может быть даже деспотизм, враждебность к миру, лень, неумение и нежелание ничего делать для других, привычка всех обвинять, лживость и безответственность. День Солнца у нас в воскресенье – это идеальный день для духовных практик и любых действий, где нужно проявлять ответственность. Если вы желаете гармонизировать в себе энергию Солнца, рекомендуется для начала повторять мантры Солнца Ом Хрим Хрим Сурьяя Намаха или Ом Намо Бхагавате Рамачандрая. Можно совершать любое служение для отца и всех остальных, кто находится под управлением Солнца, например, съездить, проведать папу и знать, как у него дела. Носить ярко-красную, желтую или оранжевую одежду. В ведической астрологии важнейший фактор Солнце – важнейший фактор для характеристики духовной жизни. Оно символизирует дух, казуальное тело, переходящее из воплощения в воплощение сущность, чья воля правит нашей судьбой. Солнце представляет разум, интеллектуальное начало на низшем уровне, то есть наш рассудок. И с ним связаны такие качества, как способность к развлечению, ясность ума и просвещенность. Солнце является питри-каракой, показателем кармы в отношении отца и всех предков. По положению Солнца в гороскопе можно судить о том, какую поддержку от предков получает человек, судить о его роде. Древние тексты говорят, что сильное Солнце в гороскопе приносит удачу от Бога, правительства и отца. Сильное и благоприятное расположенное Солнце наделяет человека умом, восприимчивостью, силой воли и характера. Оно дарует стойкость, выдержку, жизнеспособность, твердость духа и убеждений. Целеустремленность, храбрость, уверенность в себе, умение вести за собой других людей, независимость и прямоту. Без всех этих качеств все, что человек совершает в жизни, уплывает у него из рук, не приносит удовлетворения и не служит укреплению внутренних сил. Солнце в благоприятном положении указывает на низкий уровень, в неблагоприятном положении указывает на низкий уровень интеллекта, притупленное восприятие, слабость воли и характера. Оно снижает стойкость и жизнеспособность, вызывает боязни и страхи и склонность к меланхолии, делает человека чрезмерно зависимым от других, неискренним и нечестным, формирует некую такую рабскую психологию. Солнце, диспозитором которого является планета-вредитель, свидетельствует о гордыне, высокомерии, деспотизме. Если при этом оно чересчур сильно, то вызывает неприятности, во многом схожие с теми, какие может причинить Марс. Оно также может превращать человека в коварного манипулятора, наделяя некой обманчивой харизмой. Вообще при сильном Солнце человек затмевает всех окружающих, он становится сам как солнышко. А хорошо это или плохо зависит от того, благотворен или зловреден диспозитор Солнца. Слабая, но находящаяся под диспозицией духовной планеты Солнца делает человека восприимчивым, скромным и внушает ему стремление к благу. Однако к такому человеку недостает ни уверенности, он склонен попадать под чужое влияние, он стремится к самопожертвованию, не знает, какому делу себя посвятить. Что касается негативных эффектов Солнца, они достаточно легко нейтрализуются, если Солнце аспектируется благотворная планета. Следовательно, когда его аспектируют Венера, Юпитер или Луна, Солнце производит достаточно благотворные результаты. Так как все планеты имеют определенный дом, с которыми их энергии наиболее совместимы, то Солнце производит
превосходные результаты в упаях или растущих домах 3, 6, 10, 11, где вредоносность, она в принципе приветствуется. Что касается лучшего положения Солнца, оно в 10 доме, там оно получает направляющую силу. Если его функции в Овне оптимальны, где оно экзальтирует, и сильно ослаблены в Весах, где оно в падении. Дают хорошие результаты, конечно же, во Льве, это его собственный знак. Солнце управляет нашим сердцем, органом, отвечающим за кровообращение, и вместилищем является нашей жизненной силы. Слабое Солнце может указывать на сердечные заболевания на тонком плане, это средоточие разума, управляющее жизнью, дыханием, восприятием и стремлением к высшему. Солнце в натальной карте показывает, каков человек на самом деле в глубине души. Оно говорит о том, что человек представляет собой как личность вне зависимости от того, какие роли он играет во внешнем мире. Также Солнце свидетельствует о степени проявленности нашего «я». На низшем уровне оно символизирует эго, оно представляет наше стремление, символ духа, к власти, к престижу, славе, чести, уважению, авторитету, контролю, ко всему тому, что ценно и важно для нашего индивидуального «я». Оно показывает, в какой области мы сияем, каким светом мы светим и что освещается этим знанием. На более высоком уровне Солнце, как символ духа, характеризует наши деяния и стремления к высшему, наши творческие способности, наши поиски истины света, поскольку Солнце — это то, кем мы являемся в действительности. В натальной карте оно говорит о проблеме самоотождествления, о поисках истинного «я» и о великом вопросе «кто же я?». Солнце указывает нам на путь к йоге, знание, путь, на котором можно обрести откровение своей внутренней сущности. Указывает также Солнце нам тип личности, которая может являться авторитетом для владельца гороскопа, а также ценности, которые формируют его жизнь. Солнце — это символ короля, президента, политического лидера. Оно характеризует правительство в целом, а также все те блага и прогрессивные нововведения, которые могут от него исходить. Оно символизирует закон и порядок на всех уровнях, а также власть и разум. Солнце дарует человеку силу, независимость, помогает ему осознать собственную ценность, воспринять самого себя как свет. Оно содействует развитию умственных способностей, разрешая форму и способы выражения, но с другой стороны укрепляет и возвышает сущность и внутреннее достоинство вещей. Оно может не принести изобилие, но оно обязательно позаботится о высоком качестве. Оно дает власть, известность, славу, которым, однако, не всегда сопутствует богатство и эмоциональное удовлетворение. Признаками слабого Солнца можно назвать недостаток уверенности в себе, низкую самооценку или неуважение к себе. Человек не ценит себя по достоинству, у него отрицательный образ «я», он не в состоянии добиться успехов и признания. Он может быть слабоволен, боязлив, подвержен страхам и сомнениям. Ему, наоборот, недостает целеустремленности, недостает мотивации, он зависит от других эмоционально и материально тоже. Чувство собственной индивидуальности обретается лишь с оглядкой на других людей, чаще всего родных, друзей, и работать самостоятельно такому человеку трудно. У отца такого человека, скорее всего, была нелегкая судьба. На физическом уровне человек будет страдать от недостатка энергии, будет бледным, анемичным, у него холодные кисти рук, ступни ног, плохое пищеварение, плохой аппетит, слабый и редкий пульс, слабое сердце, плохое кровообращение, могут быть отеки или скопление жидкости. Общая такая гиперфункция органов и нервной системы, не исключено, что будет ослаблено зрение. У такого человека могут быть хрупкие кости и подверженность артритам. Сопротивляемость организма низкая, в особенности этот человек беззащитен перед холодом и сыростью. Но все можно исправить. Упаи — методы гармонизации энергии Солнца. Начнем с того, что
это в первую очередь ранний подъем. Очень благоприятен подъем в Брахма-мухурту. Это период за 40-45 минут до восхода солнца, и посвящать это время общению со Вселенной, с Богом, с кем хотите. Прогулки на солнце до зенита, культивация качеств солнца в благости. Можно совершать пост, держать аскезу по воскресеньям. Выполнение комплекса Сурья Намаскар утром, посвящать воскресенье духовным практикам. Подробнее с драгоценными камнями. Главный драгоценный камень Солнца – это рубин. Вес камня должен быть не менее 3 карат, он должен быть оправлен в золото. Носить нужно на безымянном пальце правой руки. Рубин нужно брать высокого качества, прозрачный, без дефектов, конечно же. В качестве заменителя можно использовать высококачественный темно-красный гранат, но я бы не стала. Можно носить в виде браслета на запястье, на шее крупный гранатовый кулон или ожерелье. В первый раз камень нужно надеть в воскресенье, желательно на восходе солнца. И лучше всего, чтобы при этом солнце было в сильных транзитах, предпочтительно находилось в своей обители, в знаке экзальтации или же в Стрельце. Хороший астролог может вам специально подобрать для этого удачное время, так называемую мухурту. А чтобы укрепить солнце, нужно медитировать на образ красного или золотого солнечного шара, расположенного в области сердца. Следует отдавать предпочтение чистым, прозрачным, теплым краскам, преимущественно красным, желтым, оранжевым тонам. Лучше всего избегайте темных мест, ландшафтов. Особенно опасны мутные, какие-то непрозрачные тона и все оттенки серого и черного цвета. Для того, чтобы усилить солнечную энергию, в пищу можно добавлять жгучие пряности, например, красный черный перец, сухой имбирь, шафран, аир, мирт, корицу. Может быть, какие-то аюрведические смеси, сухой имбирь, черный перец и пипаль. Аир лучше всего стимулирует отличный компонент солнечной энергии в сфере ума. Что касается ароматов, аромамасел, благовоний, это камфора, корица, эвкалипт, шафран. Мы дома вообще, например, не едим соль, но в блюдах всегда есть огромное количество острого перца. Мантры. Существует множество мантр для различных имен Сурья, Савита, Радитья, Рави, Митра, Варуна, Арьяман, Пушан, Индра и Агни. Мантры Солнца нужно произносить в воскресенье, в светлое время суток, разумеется, на восходе идеально. Самая простая мантра для поклонения Сурье – это Ом Хрим Сурьяй Намаха. Можно также использовать Ом Храм Хрим Храум Сах Сурья Намаха или Ом Намо Бхагавате Рамачандрая. Также Сурья Намаскар – это приветствие Солнца, комплекс упражнений, содержит в себе полную садхану, это практики йоги, асаны, упражнения пранаяму, работа с праной через дыхание и медитацию как необходимое состояние при выполнении комплекса. Сурья мудро активизирует чакру Манипуру, третью чакру, которая расположена в зоне солнечного сплетения. Здесь сконцентрированы все сгустки энергии, которые распространяются по всему нашему организму, насыщают его позитивной животворящей энергией. Этой чакрой руководит стихия огня, и зная, как использовать Сурья мудру, вот так складываются пальчики, можно направить поток силы из Манипуры в нужное русло. Сурья мудра имеет многие полезные свойства, такие как укрепление иммунитета, успокоить нервную систему, гармонизировать работу системы пищеварения и печени в частности. Благотворно все это воздействует на сосуды головного мозга, в том числе при наличии каких-то нарушений кровообращения, улучшает память, зрение, дарует душевную гармонию, способствует очищению и омоложению всех тканей тела, предохраняет от разрушительного воздействия токсинов, раннего старения, препятствует накапливанию жира в области живота, стимулирует половую активность. Итак, Манипура чакра – это энергетический центр солнечного сплетения. Оно олицетворяет личное солнце каждого человека. В чакре находится
центр внутренней силы, и через нее идет поглощение животворящей энергии Солнца. Благодаря ее работе устанавливаются прочные связи с окружающими людьми и природой. И на канале есть медитация, где мы затрагиваем все чакры. Ссылку я оставлю также в первом прикрепленном комментарии. В чакре сконцентрирована личная энергия человека, все ваши желания, все ваши способности к самореализации. Иными словами, это эго. Если чакра работает без сбоя, человек легко выстраивает гармоничные отношения с любимыми, с окружающими людьми. Кроме того, от состояния манипуры зависит, будет ли человек лидером или ведомым. В ней же зарождается желание добиться высокого положения в обществе, получить признание в коллективе, власть, выделиться среди основной массы. Через нее идет достижение поставленных нами целей и задач. Эта же чакра помогает нам осознавать и принимать разработанные обществом поведенческие нормы. Йога для усиления Солнца может использоваться для того, чтобы установить связь со своим высшим Я. Очень важно совершать медитации и практиковать йогу знания. Главная задача здесь утвердиться в чувстве тождества со своей внутренней сущностью, как чистым сознанием. Мы должны научиться отличать низшее Я от высшего. Нужно отыскать истоки мысленного образа Я в божественном свете своего сердца. И для того, чтобы укрепить Солнце, человек должен развивать в себе независимость и отвагу. Бороться со своими страхами, он должен осветить ярким светом все темные тайники своего сознания. Он должен научиться появляться на публике без спутников, оставаться в одиночестве. Он должен чаще проявлять инициативу и брать на себя роль лидера. Нужно проводить больше времени на открытом воздухе, при ярком солнце и ежедневно принимать солнечную ванну, как минимум хотя бы 20 минут. Ранний подъем, приветствие солнца, лучше всего мантрой. Врата Катху обязательно нужно изучать, практиковать, она же великолепно гармонизирует планету. Врата Катха для Солнца называется завистливая соседка. Если вы настроены на серьезную работу, то можете дать себе обет читать или слушать эту сказку по воскресеньям. Количество воскресений должно быть равно числу ваших лет плюс 1. То есть если вам 36 лет, вы слушаете 37, 40 лет, слушаете 41 и так далее по воскресеньям без перерыва. Одна старая женщина исполняла обет поклонения Солнцу по воскресеньям, что принесло ей благополучие и достаток. Соседка завидовала ее процветанию и считала, что таким богатством она обязана торговле кизяком, который старуха делала из навоза соседской коровы. И решила она держать корову на привязи в доме, чтобы старухе негде было взять навоза. В следующее воскресенье, не имея возможности собрать навоз, старая женщина впала в уныние. Как ей было справиться с этим препятствием на пути к исполнению священного обета? Ведь теперь она не могла покрыть полы свежей обмазкой из навоза и соломы и сделать подношение солнцу. От огорчения она ничего не ела целый день. А так, ничего не придумав, до самой ночи она легла спать, мучимая голодом, жаждой, умирая от беспокойства и тревоги. Но владыка солнца явился ей во сне и спросил о причине ее страданий. Услышав, что старуха переживает из-за прерванного обета, он излил на нее потоки сочувствия и пообещал, что подарит ей корову, чтобы больше с ней не приключалось таких неприятностей. Узнав, как усердно эта старая женщина исполняет обет, он обещал, что потомки ее всегда будут богаты и многодетны. После этого владыка солнца исчез. И наступило утро. Старуха вышла из дома и увидела, что у нее во дворе стоит корова с теленком. Сразу же вспомнив свой сон, она быстро привязала корову и позаботилась о том, чтобы та не испытывала никаких неудобств. Когда завистливая соседка увидела корову у дома старой женщины, удивлению ее не было предела. Когда же корова у нее на глазах подняла хвост, и вместо навоза из-под него посыпалось чистое золото, соседка и вовсе онемела от изумления. Но вскоре она пришла в себя и, по-воровски озираясь, прокралась во двор старухи и предложила вместо золота навоз своей коровы. Прошло несколько дней, и владыка солнца стал недоумевать. Как же так? Почему моя корова до сих пор не помогла этой старой женщине выбраться из нужды? Когда же он понял, что происходит, то с помощью своей силы создавать иллюзии сотворил ужасный ураган, да такой мощный, что порывы ветра выворачивали из земли вековые деревья. Поверив этому видению, старуха завела свою корову со двора и привязала ее в дом. И на следующее утро корова одарила свою хозяйку золотым навозом. Обрадовалась старуха и оставила корову в доме, чтобы надежно защитить ее. Так как соседка лишилась возможности красть золотой навоз, но движимая жадностью, она решила достать золото хитростью.
Завистница отправилась к царю и сказала ему: «О, великий царь! Моя соседка содержит корову, которая приносит ей золотой навоз. Сколько пользы принесла бы эта корова народу нашей страны, если бы ты взял ее себе?» Поддавшись этим уговорам, царь приказал воинам привести к нему корову. Корову привели и передали пастухам, которым было велено не выбрасывать ни капли ее навоза. В ту ночь царь не мог заснуть от переполнявшего его предвкушения, однако, явившись на следующее утро в коровник, он увидел не что иное, как обыкновенный навоз. А в гневе царь приказал схватить и привести к нему старуху. «Разве твоя корова не дает золотого навоза?» – спросил он ее. «Именно поэтому я и пожелал забрать ее себе. Почему же этого не происходит?» Но когда старуха рассказала ему свою историю, царь устыдился и смиренно промолвил: «Прости меня, старая матушка. Я взял корову по невежеству своему. Виновата твоя соседка, и я накажу ее». Затем он приказал всем своим подданным совершать поклонение солнцу каждое воскресенье. И в результате все враги царства были повержены, а владения царя расширились во все стороны. В заключение хочу вам сказать, что Солнце у нас живет на Востоке, в наших домах, в наших квартирах. Восток и Юго-Восток представляют собой неженатых сыновей. Проблемы в этих зонах будут давать негативный эффект сыновьям. Опять же, нужно все это скорректировать. Декоративные панели на стенах. На панелях можно использовать некие медные элементы декора, использовать кристаллы, которые будут усиливать пранический поток с восточного направления. Очень классно, если у вас там окно или дверь. Для усиления пранического потока также можно использовать хрустальную люстру. Свет, проходя через хрусталь, будет поляризоваться и усиливать поток пранической энергии. Использование 5 треугольных медных спиралей. Это у нас коррекция по васту. И в интерьере можно использовать небольшое количество красного цвета. Если вход попадает в восточную комнату, можно разместить под полом у порога 5 медных монет, а на дверь сделать медные вставки. Использование треугольных красных кораллов и, например, можно добавить в интерьер камин. Обязательно белый мрамор для покрытия пола, зеркала на восточной стороне. Если на востоке находится туалет, то с внешней стороны на дверях будет благоприятно разместить какие-то декоративные медные панели. Поскольку Восток — это божественное пламя, то в этой зоне можно зажигать свечи, перед ней установить Шива Лингам, например, и медитировать, читая мантру. На тонком уровне это также нейтрализует влияние дефектов Востока. Свечу можно устанавливать на подставку из красного сандалового дерева. Это усилит эффект. И если вдруг у вас Восток закрыт, то для повышения уровня энергии, мужества, силы, решимости, праны хорошо делать пранаяму. А если у вас участок, да, вы живете в доме, на участке в этой зоне хорошо иметь лужайку. Восточная часть участка должна быть ниже западной. Что касается гармонизации Солнца для мужчин, мужчине очень важно развивать в себе мужские качества, лидерство. Слова мужчины всегда должны быть подтверждены его действиями, поступками. Должно быть соответствие между словами и делами. Очень важно строить карьеру, достигать социальной реализации, служить миру и людям. Мужчина, тратящий свою энергию на то, чтобы собрать как можно больше удовольствия, не принимающий ответственность ни за кого, ни за семью, ни подчиненных, ни учеников, ему будет трудно обрести целостность внутри себя. И внутри будет копиться неудовлетворенность, которая ближе к среднему возрасту все чаще будет давать ему чувство бессмыслицы и пустоты. Поэтому очень важно развивать в себе такие качества, как благородство, великодушие, щедрость. Мужчина должен ухаживать за женщиной, конечно же, баловать, дарить цветы, покупать какие-то радостные вещицы, следить за тем, чтобы женщина чувствовала себя счастливой. Для гармонизации Солнца нужно выполнить практику, посвященную папе. Она есть на канале. Видео называется «Любовь и деньги придут сразу». Это самая мощная техника поклонов. После нее жизнь меняется кардинально. Ссылку вы также найдете в первом прикрепленном комментарии. На этом все. Я благодарю вас за просмотр. Поставьте, пожалуйста, класс, если видео было полезным. Делитесь своим опытом посещения астрологов, может быть, даже ведических комментариев. Я все с радостью читаю. Обнимаю вас. Хорошего дня.